Добрый день, дорогие друзья! Это «Разговоры о важном» с Тамарой Эдельман. На наступающей неделе разговоры о важном в российских школах будут посвящены, безусловно, очень важной и очень непростой теме. Что такое Родина? В скобочках уточнение: региональный и местный компонент. Дальше поясняется, о чем должна идти речь. Что означает Родина? Родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Тут на самом деле одного понятия не хватает, а это самое главное понятие для нашей власти. Но об этом попозже. Дальше объясняется. Родина – это не просто территории, это прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. Вот интересно, как возникает слово «защищать», то есть возникает военная тематика, которая, к сожалению, в нашей стране с Родиной всегда связана очень-очень крепко. Что предлагается делать? Надо, чтобы ученики участвовали в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость при виде государственных символов нашей страны. Какова региональная символика, что означают элементы герба и флага. Я сейчас скажу одну вещь, которую я много раз уже и говорила, и писала, но повторю еще раз. Она мне представляется очень важной. Вот здесь тоже слово «гордость», которое я вообще не понимаю, зачем оно тут, и какое она имеет отношение к вопросу о Родине. Предполагается, что мы должны гордиться Родиной. Предполагается, что мы должны гордиться при виде государственных символов нашей страны. То есть вот увидеть флаг и ощутить гордость, увидеть герб и ощутить гордость. Гордость – это чувство, наверное, радости, удовлетворения из-за чего-то, что сделано, чем ты можешь похвастаться, грубо говоря, перед другими и так далее. Почему я должна хвастаться своей страной, какая бы она ни была? Я регулярно пишу об этом, скажем, когда происходит какая-нибудь олимпиада очередная, чемпионат мира. Вот я не понимаю, почему я должна гордиться тем, что 11 мужиков попинали мячик лучше, чем другие 11. Без обид ко всем любителям футбола. Я могу радоваться, что команда, за которую я болею, победила. Я могу огорчаться. Причем тут гордость? Я сама не играла в футбол. Могут гордиться футболисты или их тренеры. А зрители? При чем тут это? Точно так же я не понимаю, почему я должна гордиться, скажем, Пушкиным. Не я писала эти гениальные стихи. Я могу сказать, что я люблю эти стихи, что я бы очень хотела, чтобы какие-нибудь мои иностранные друзья тоже их узнали. А гордиться-то чем? Это не мои стихи. Почему я должна гордиться флагом или гербом? Это очень странная вещь. Может быть, это мой какой-то изъян, что я этого не понимаю. Но вернемся дальше. Что еще предлагается провести? Знакомство с традициями народов, живущих на территории России. Это всегда любят как доказательство интернационализма, дружбы народов и так далее. Провести дискуссию, что объединяет людей различных национальностей в одной стране, что им в этом помогает. Вот очень скользкий вопросик, потому что на него ответить очень трудно. Что объединяет людей? Общая история. Да, если мы смотрим на историю из Москвы или Петербурга, или там Ленинграда, тогда да, есть общая история завоеваний, подчинения. А вообще-то у людей, живущих в разных частях России, история совсем разная. С разными ценностями, с разными обидами, с разной гордостью, с разной любовью и радостью. Что еще? Язык. Здесь начинается очень большой вопрос. Какой язык? Русский или какой-то другой? Культура какая? Здесь очень легко пойти по пути, к которому нас явно подталкивают. Сказать, что объединяет всех великая русская культура, великий русский язык, история государства российского, вот слово, которое было там пропущено, когда перечисляли, что такое Родина. А ведь на самом деле с официальной точки зрения все время об этом идет речь. История государства. Родина – это государство, которое мы защищаем. На самом деле есть очень многое, что объединяет народы, входящие в состав России. Это действительно общая история, только по-разному может быть оцениваемая. Это экономические связи, это культурные связи, это человеческие связи. Но вот то, чего нет, безусловно, это нет равенства всех, кто входит в состав российской
чуть не сказала империи. Но на самом деле то, чего нет, это нет равенства. Нет равенства между народами, и даже не обязательно между народами, нет равенства между регионами. И его не было никогда. Его не было в Российской империи до революции. Его не было в Советском Союзе. Нескольким поколениям школьников советских рассказывали о том, как Сталин хотел подчинить все республики России при создании СССР, а Ленин не позволил и добился того, что все республики на равных вошли в состав Советского Союза. Это неправда, потому что республики были равны только на словах, а главной республикой была Россия. Ну ладно, распался Советский Союз, осталась Россия, огромное государство, состоящее из очень разных регионов. Как географ Наталья Зубаревич когда-то написала в одной статье, что существует целых 4 России. Россия больших городов, Россия средних и маленьких городов, Россия сельскохозяйственная, а еще Россия нескольких национальных регионов, где всем управляют местные кланы. И это совершенно разные 4 мира. А главная проблема заключается в том, что в России, если где-то и есть права, то у федерального центра, а у пресловутых субъектов федерации прав, по сути дела, никаких. В Конституции говорится о том, что Россия – это федерация, прописаны права центра и права субъектов федерации. Но на самом деле нет этих прав. Вся власть сосредоточена в центре. Так было изначально, потому что Конституция предоставляла очень ограниченные права разным регионам. И регионам только национальным. То, что могут быть какие-то отдельные права, скажем, у областей, это вообще никому не приходило в голову. И все те, кто пытался в 90-е годы добиться большей независимости, больших прав, им очень быстро объясняли, кто здесь главный. Можно вспомнить Уральскую республику, которую пытался создать в 1993 году губернатор Свердловской области Россель. Конечно, можно сказать, да, он просто хотел перевести финансовые потоки к себе. Да, хотел, потому что финансовое неравенство тоже есть. Он говорил, что он хотел Урал поднять на уровень республик. Несколько месяцев просуществовала эта республика, которая, кстати, референдумом была создана, и закончилась. С Татарстаном дела обстояли еще интереснее. В начале 90-х в Татарстане были очень сильные настроения, прямо скажем, сепаратистские. И в 92-м году более 60% проголосовал на референдуме за то, чтобы Татарстан стал субъектом международного права, то есть практически независимым. Татарстан отказался подписывать федеративный договор в тот момент. С ними пришлось договариваться. С ними подписали отдельный договор с особыми правами для них. Но в 2006 году этот договор продлили, но оттуда убрали самое главное, а именно то, что природные ресурсы, а мы понимаем, какие в Татарстане природные ресурсы, это нефть, что природные ресурсы являются собственностью народа Татарстана. Это было первое ограничение. В 2017 году Мийтимир Шаймиев сам сказал, что не имеет смысла продлевать договор, потому что времена изменились. А времена действительно изменились, и вертикаль усилилась еще больше. И власть центра стала еще больше. За последние 2 десятилетия было очень много сделано для того, чтобы усилить и без того сильную власть центра. В 2000 году Конституционный суд принял решение о том, что суверенитетом обладает только Российская Федерация. То есть отдельные субъекты Федерации суверенитета не имеют. Это казалось нормально, все очень боялись распада России. Дальше оказалось, что региональные парламенты должны изменить свое законодательство так, чтобы оно не противоречило федеральному. В чем тогда вообще смысл этого законодательства? В 2011 году был принят закон о политических партиях. И в России исчезли региональные партии, остались только центральные. Исчезли выборы губернаторов, губернаторов стали назначать. В 2011 году вроде бы выборы губернаторов вернули, но они обставлены таким количеством условий, что практически это тоже назначение нужных власти людей. То есть со всех сторон идет вот это вот укрепление вертикали, укрепление власти центра. О каком региональном и местном компоненте вообще мы можем в этой ситуации говорить? Политолог Вадим Штепа очень красиво иллюстрирует изменение положения в Федерации в целом на примере того, как менялось положение в Совете Федерации. Совет Федерации – это верхняя палата Федерального собрания. Это та самая палата, которая должна представлять интересы регионов. На то это и Совет Федерации. И сначала
Каждый регион, каждый субъект федерации выбирал по 2 человека, которых они отправляли в этот совет. Вот представители регионов решают важные задачи, защищают интересы разных частей федерации. Потом оказалось с 1996 года, что в Совет Федерации уже просто автоматически отправляют губернатора и председателя регионального парламента. То есть это выборные лица, их там выбирают в регионе, потом они автоматически попадают в Совет Федерации. Изменения, но еще не суперреволюционные. С 2001 года регионы отправляют своих представителей, назначают своих представителей. То есть региональная власть, а через несколько лет она вся будет назначаема из центра, отправляет своих представителей в Совет Федерации. Этот процесс завершился в 2020 году после принятия конституционных поправок, когда оказалось, что в Совете Федерации есть еще 30 пожизненных сенаторов назначаемых. Вот видно, как интересы регионов вымываются, как Совет Федерации превращается в абсолютно государственный орган, где, по сути дела, регионы, на самом-то деле, их интересы никак не представлены. Ну, а помимо регионов, по сути дела, очень слабо, не то что представлены, но очень слабую роль играют в жизни федерации интересы, культура, традиции разных народов. Можно сколько угодно в школе говорить, а теперь мы поговорим о традициях, мы посмотрим, какие блюда едят на Кавказе, а какие в Сибири, мы поговорим о платьях, о песнях. Это все очень хорошо, замечательно. Но только, к сожалению, мы прекрасно знаем, какому стрессу, какому давлению подвергаются представители разных народов, например, приезжающие в большие города, и не только в большие. Мы знаем о том, как часто нападают, избивают людей из Кавказа или из Азии, из Сибири. Мы знаем о анекдотах про разные народы. Мы знаем про презрительные прозвища представителей разных народов. Мы знаем про омерзительный антисемитизм, который за последние месяцы проявился сначала в антисемитских высказываниях президента, а потом в ужасающем погроме в Дагестане. И эти вещи, безусловно, связаны между собой. Если представители власти позволяют себе говорить то, что сказал Путин, то можно себе позволить бегать по аэропорту и в турбине искать евреев. В Советском Союзе формально существовали национальные школы, где можно было учиться на языке той республики, где ты жил. Но, как известно, люди в основном предпочитали отдавать в русские школы, потому что русский язык давал возможность карьеры, давал возможность хорошего высшего образования и так далее. И вот, казалось бы, что что-то начало меняться, начало развиваться образование на национальных языках, но в 2018 году был принят новый закон об образовании, который отменил право родителей или учеников требовать для себя образования на родном языке. Было сохранено двуязычие, то есть ты можешь учиться или на русском, или на языке этого субъекта федерации. Тоже очень интересная вещь. Значит, может быть только 2 разных языка, но совершенно ясно, что все равно все будут выбирать русский, хотя бы потому, что ЕГЭ сдается на русском языке, не говоря уже о всех остальных карьерных преимуществах. Эта ситуация совсем не демократическая, совсем не федералистская. Конечно, наводит на мысли о возможных конфликтах будущих и о возможном распаде России. Сегодня очень много говорят о том, что Россия может распасться в результате войны с Украиной, что вот эта вот фальшивая федерация, правительство которой якобы защищает интересы народов в Украине, но подавляет своих, что она распадется. Меня очень часто спрашивают, как я думаю, распадется ли Россия. Я не знаю. Естественно, все может произойти. Ну, во-первых, это то, чего я не желаю никому, ни жителям России, ни, кстати, жителям Украины или других стран, соседних с Россией. Потому что никому не выгодно иметь у себя под боком несколько государств или несколько даже десятков государств, бедных, обозленных, враждующих друг с другом. А ясно, что если Россия распадется, то она распадется именно таким образом. С другой стороны, надо сказать, что относительно распада России есть самые разные прогнозы. Есть политологи, социологи, которые считают это вполне вероятным. А вот американский политолог Пол Гоббл, американский аналитик, написал следующее. Авторы, которые пророчат Российской Федерации повторение распада СССР, напоминают генералов, готовящихся к прошедшей войне.
Ну, то есть, если один раз распалась, это значит, что обязательно распадется и Россия. Мне тоже кажется, что это не очень вероятный вариант, хотя, еще раз говорю, может быть разное. Но если нет, то каким образом должна вот это вот будущее, счастливая Россия будущего существовать? Понятно, что сохранение нынешней ситуации, в которой в многонациональной стране, в разнообразной стране, в очень большой стране, все решает центр, который давит любую инициативу на местах. Вот эта ситуация невозможна. Она должна меняться. С точки зрения другого политолога, Владимира Пастухова, это произойдет только в том случае, если вырастет контрэлита. Сегодняшняя элита абсолютно не готова к реальной федерации. Вот если появится контрэлита с другими идеями, с другими ценностями, с уважением к другим народам, то тогда это возможно. Скажем, прямо это непросто. И вот это вот формирование каких-то новых людей, которые по-новому будут выстраивать отношения. Это невероятно важная задача. Политолог Григорий Голосов совершенно резонно пишет о том, что сегодня есть регионы, в которых кланы местные невероятно властны. Таких регионов много, но прежде всего приходит в голову Чечня, но на самом деле не только. И он резонно говорит, если произойдет недемократическая децентрализация, будет как бы федерация с очень большими правами региональных кланов, но ведь сегодня эти кланы – это как раз опора центра, это опора авторитаризма. Ни о каких реальных правах разных частей России речи быть не может в таком случае. Ну, очень простой вывод, что настоящая федерация формируется в свободном государстве, там, где уважаются и права центра, и права регионов. А вот Вадим Штепа, на которого я уже ссылалась, он очень интересно сформулировал разные принципы, на которых, с его точки зрения, должна основываться настоящая федерация. И он очень четко пишет, что речь идет не о восстановлении федерализма, а о его становлении, потому что настоящего федерализма в России не было никогда. Центр всегда всех зажимал. И что же это за принципы, которые он предлагает? Во-первых, добровольность. То есть федерация – это государство, в котором договор основан на взаимных интересах, а вовсе не то собирание земель, которым всегда занимался центр в России. То есть регионы должны быть заинтересованы во вступлении в федерацию ничуть не меньше, чем центр заинтересован в существовании этих регионов. Дальше. Симметричность федерации. То есть равноправность всех субъектов. И не только каких-то национальных республик, автономных областей, тоже эти разные уровни. Почему одного народа республику, другого область или край? Равноправность всех субъектов федерации, независимо от того, национальное это объединение или нет. То есть регионы, в принципе, должны иметь права, люди в регионах должны иметь права. Дальше. Нерушимость границ республик, при том, что у республик должно быть право на выход, на объединение каких-то территорий, но центр не может просто так взять и поменять чьи-то границы. Можем вспомнить о конфликте недавнем между Чечней и Ингушетией, когда главы этих республик договорились между собой, что они там что-то меняют, и какой шок это вызвало в Ингушетии. Дальше очень важный пункт, то, что Штепа называет политической перезагрузкой субъектов федерации. Потому что сегодняшние субъекты федерации, они субъектны только на бумаге, а никаких особых прав у них нет. Вот он предлагает, чтобы в регионах прошли выборы в региональные парламенты с участием региональных партий, которые сейчас запрещены, и чтобы огромные полномочия были переданы этим региональным парламентам. А центр только согласовывал бы интересы разных регионов. Дорога к распаду, скажете вы, может быть, конечно, но с другой стороны, это защита от распада. Это как раз предложение регионам объединиться в свободную федерацию с учетом их интересов. И отсюда, конечно, то, без чего никакая федерация невозможна, о чем я уже говорила, это соблюдение прав человека, соблюдение прав всех людей, что в центре, что в регионах, демократическое устройство и, опять же, никаких нарушений, никаких преимуществ одному народу по сравнению с другим, ни центру, ни народу, составляющему большинство в том или ином субъекте федерации, просто соблюдаются все права человека.
И таким образом регионы получают большие права. Они получают возможность развивать свои отношения с другими регионами и развивать горизонтальные связи. То, чего не хватает России во всех сферах жизни, потому что все строится по вертикали. Регионы могут договариваться между собой о каких-то взаимных проектах, о взаимных действиях, может быть, об обменах территорий, если в этом участвуют, в решении этого вопроса участвуют жители этих регионов. А центр является не тем местом, откуда идут все инвестиции, все решения, все приказы. А центр является тем, чем он должен быть в федерации. Координационным центром, который занимается теми вопросами, которые регион решить не может. Например, новыми технологиями, какими-то масштабными разработками, космосом и другими вещами. А дальше центр просто следит за соблюдением баланса. Поэтому вывод о том, как должны соблюдаться интересы того, что в методичке названо региональным и местным компонентом, он очень прост. Должны быть реальные права у регионов и реальные права у людей, живущих по всей стране, и в регионах, и в центре. Должно существовать абсолютное неприятие национализма во всех его проявлениях, начиная от самых простых его проявлений, таких как язык вражды, которым очень многие люди страдают, от самых обычных людей и вплоть до тех, кто занимает самые высокие должности. И заканчивая, естественно, абсолютным неприятием любых преступлений на почве национальных противоречий, любых погромов и тому подобных ужасов. И это все должно тоже существовать на деле, а не на словах. Этим должна, в частности, заниматься школа, а не просто изучением традиций тех или иных народов. Говорить о том, что такое язык вражды. Есть много методик, которые помогают распознать те высказывания, слова, образы, которые, может быть, люди даже не думают, насколько они оскорбительны. И это очень сильно очистило бы воздух в нашей несчастной стране. А если говорить в классе о том, что такое Родина, то это можно делать на самых разных примерах. Приводить какие-то материалы из истории, из литературы, из сегодняшней жизни. Но главная идея, как мне кажется, должна быть следующей, что Родина не равна государству. Родина – это люди, которые в ней живут. Это люди, которые вступают между собой в разные отношения. Это люди, те, кто защищают свою родину. И они защищают себя и свои семьи, и своих родных, а не государство. Потому что государство служит нам, а не мы ему. Вот если это мы поймем, то тогда отношение к понятию родины, к организации жизни на родине будет совершенно другим. А если говорить про региональный и местный компонент, то я бы предложила ребятам подумать, какие права сегодня есть у регионов, это можно найти в Конституции, какие права с их точки зрения должны быть, каких не должно быть, каков должен быть баланс. Думаю, что можно было бы много интересного от них услышать. Ну что ж, желаю успеха в разговорах о важном. Счастливо!